Представьте, что вы стоите рядом с такой мощной машиной, что когда она двигается, земля дрожит словно от небольшого землетрясения. Это вовсе не преувеличение. Речь идет о бульдозере, который весит более 1 000 000 фунтов. Такое вы не встретите на обычной строительной площадке. Это Komatsu D575A3. Супердозер, гигант японского производства, настолько огромный, что обычные бульдозеры рядом с ним выглядят как игрушечные грузовики. Один только его отвал имеет ширину более 24 футов, а высота машины достигает 2 этажей. Но самое впечатляющее – это его мощность, целых 1150 лошадиных сил. Когда он набирает обороты, он может сдвинуть более 100 тонн земли так же легко, как если бы это была куча песка. Говорят, что когда он впервые начал работать на угольных месторождениях, от одних только вибраций он потрескал асфальт на ближайшей дороге. А теперь подождите, пока не услышите, что произошло, когда один из операторов потерял над ним контроль на склоне. Об этом расскажем в следующей главе. В замерзшей глуши Канады каждую зиму пробуждается монстр. Познакомьтесь с Trexco Tundra Dozer, экспериментальным холодостойким гигантом, созданным для работы при температурах ниже минус 60 градусов по Фаренгейту. Большинство машин в такой стуже замерзают, глохнут или отключаются, но только не это. Инженеры оснастили ее усиленным нагревательным ядром, гусеницами шириной 12 футов и двигателем мощностью 1,200 лошадиных сил. Она не просто расчищает снег, она его пожирает. Местные рассказывают, что однажды она проложила целую трассу сквозь 20-футовые сугробы меньше, чем за час. Но по-настоящему пугает ее беспилотный режим. Она может работать полностью на дистанционных системах искусственного интеллекта. Это значит, что внутри нет водителя, только безмолвная машина, перемалывающая лед, как робот из фантастического фильма. Но есть еще один бульдозер, который может похвастаться чем-то еще более безумным, отвалом таких размеров, что он однажды перекрыл целое шоссе. Если поставить рядом полноценный школьный автобус, он все равно не сравнится по ширине с отвалом ACO Super Bulldozer. Это итальянская легенда, один из самых крупных бульдозеров, когда-либо созданных. Ширина отвала чуть больше 27 футов. Общая длина, поражающая воображение, 40 футов. И он был не просто большим, у него было не один, а 2 двигателя, каждый мощностью более 700 лошадиных сил, что в сумме давало Тибине 400 лошадей чистой мощности. Но вот что по-настоящему удивительно, его так и не использовали. Построенный в 1980-х для масштабного проекта по рекультивации земель в Ливии, он был остановлен из-за международных санкций и оставлен ржаветь. Сегодня он стоит как призрачный гигант на пыльном поле, а его отвал до сих пор отбрасывает тень, способную накрыть целый автосалон. Но если вы думаете, что это растраченный впустую потенциал, подождите, пока не услышите о бульдозере, специально созданном дробить камни и прорезать горы. Где-то в глубинах горнодобывающих районов Юты есть бульдозер, который не просто сдвигает землю, он вгрызается в камень так, будто тот сделан из бумаги. Caterpillar D11, имя, которое с уважением произносят на каждом серьезном горнодобывающем предприятии. Он весит более 230 тонн. Это больше, чем 30 слонов. Его двигатель – свирепый монстр мощностью 1,015 лошадиных сил, поддерживаемый гидравлическими системами, способными проламывать твердую скалу. Операторы говорят, что когда эта машина врезается в склон горы, вы не столько слышите грохот, сколько ощущаете его в груди. Его рыхлитель может разрезать коренную породу, как нож режет сыр, превращая целые вершины холмов в пыль и гравий. И это даже не самый мощный бульдозер, о котором когда-либо мечтали в Caterpillar. Есть сверхсекретный прототип, который вышел из-под контроля на испытательном полигоне, о нем расскажем дальше. Его называли «Фантом» — экспериментальный бульдозер военного класса с броневой защитой, дистанционным управлением и таким крутящим моментом, что он мог бы перевернуть автобус. Он был частью засекреченного испытания, проводимого оборонным подрядчиком, который пытался объединить броню танкового класса с возможностями землеройной техники. Во время полевых испытаний в Неваде произошел сбой в системе управления. Машина начала двигаться без команд на скорости более 10 миль в час. Это может не показаться быстрым, пока не поймешь, что она пробивала укрепленные баррикады, как будто это была мокрая бумага. Она снесла 2 сторожевые башни и расплющила несколько контейнеров, прежде чем инженерам удалось отключить питание. Никто не пострадал, но бульдозер оставил после себя след разрушений, который ошеломил всех. С тех пор его заперли и официально сняли с эксплуатации, но некоторые инженеры до сих пор шепчутся о его возможностях и говорят, что его мощь может быть непревзойденной, за исключением одного конкретного бульдозера, который буквально сломал весы во время испытаний. Что получится, если объединить военную инженерию с мощью горнодобывающей техники? Ответ – Le Tourneau L2350.
Да, технически он классифицируется как фронтальный погрузчик, но с рамой длиной более 18 метров и грузоподъемностью свыше 180 тысяч килограммов он с легкостью переходит границу в территорию бульдозеров. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая землеройная машина на резиновых шинах. Но забудьте о рекордах, у этой машины ковш, который может целиком проглотить пикап. Он оснащен дизельно-электрическим гибридным двигателем мощностью 2500 лошадиных сил, а одни только его шины выше среднего человека более чем в 2 раза. Во время испытаний он переместил более 200 тонн породы менее чем за 60 секунд. Говорят, если бы он проехал по двухэтажному дому, то даже не заметил бы этого. Но каким бы огромным ни был этот монстр, в Японии скрывается бульдозер, который, возможно, даже мощнее, и почти никто за пределами страны не знает о его существовании. Глубоко в промышленных зонах Японии скрыта машина такой мощности, такой редкости, что некоторые называют ее механическим драконом страны. Это модифицированная версия Komatsu D575A, созданная для интенсивной добычи полезных ископаемых открытым способом в отдаленных районах. В отличие от обычных версий, по слухам, этот вариант был оснащен почти 9-метровым отвалом, дополнительной броней и резервной аккумуляторной системой, чтобы работать даже при отказе основного двигателя. С мощностью почти 1200 лошадиных сил говорили, что она могла расчищать целые долины за считанные дни. По сообщениям, рабочим приходилось стоять не ближе 9 метров, когда машина запускалась, из-за сильного теплового излучения и вибраций. Единственную известную фотографию быстро удалили из интернета после утечки, а компания Komatsu отказывается комментировать это. Но если этого вам мало, подождите, пока не услышите о бульдозере, который был запрещен в нескольких странах из-за своей опасности. Да, Komatsu D575A2. Супердозер впечатляет. Он огромный, мощный, знаковый. Но в некоторых местах это просто перебор. Эта машина весом более 68 тонн была настолько разрушительной на ранних испытаниях, что местная инфраструктура не выдерживала ее. Дороги трескались, мосты прогибались под ее весом, а на некоторых стройплощадках сообщали о структурных повреждениях только из-за вибраций на холостом ходу. Это привело к негласным запретам в нескольких европейских регионах. Одна горнодобывающая компания в Германии попыталась использовать его, но была вынуждена свернуть проект менее чем через месяц из-за постоянных жалоб на структурные вибрации в окружающих зданиях. А когда он сдвигал грунт возле поймы реки в Румынии, это вызвало небольшой оползень. Это не просто машина, это настоящая стихия. Но как только кажется, что безумнее уже не будет, мы смотрим на восток, к бульдозеру советской эпохи, настолько малоизвестному, что о нем не пишут в большинстве учебников истории. В 1970-х, на пике инженерной мысли времен Холодной войны, в СССР был разработан сверхсекретный бульдозер, известный как КВ-6 «Землелом». Эта машина создавалась для быстрого строительства военных баз на враждебной местности. Сообщалось, что его вес превышал 90 тонн, а усиленный стальной корпус был настолько прочным, что выдерживал артобстрелы. Его самая устрашающая особенность — огромная турбина, установленная сзади, способная выбрасывать раскаленные выхлопные газы, чтобы прожигать лед, снег или даже вражеские баррикады. Официальных чертежей не сохранилось, и до наших дней дошло лишь несколько нечетких фотографий. Бывшие инженеры утверждают, что при запуске этой машины стоящие рядом грузовики буквально подпрыгивали от вибрации. Сообщается, что ее сняли с эксплуатации, признав слишком агрессивной для мирного использования. Но теперь, в наше время, компании смотрят в будущее, создавая бульдозеры с искусственным интеллектом, автоматизацией и дизайном, словно из научной фантастики. Думаете, бульдозеры застряли в прошлом? Подумайте еще раз. Сейчас инженеры Caterpillar, Komatsu и подразделений Tesla разрабатывают бульдозеры нового поколения, которым, возможно, больше не понадобится водитель-человек. Эти машины оснащены лидар-сканерами, лезвиями с GPS-наведением и системами искусственного интеллекта, которые в реальном времени регулируют давление на лезвие. Некоторые прототипы оснащены магнитно-стабилизированными гусеницами, позволяющими передвигаться по неустойчивому грунту, не проваливаясь. В одном закрытом тесте в Аризоне автономный бульдозер расчистил 10 акров каменистой местности менее чем за 20 минут, без какого-либо вмешательства человека. Эти машины не спят, не моргают и не делают перерывов на кофе. И один конкретный прототип, который тестируется в Техасе, возможно, самый продвинутый из всех, потому что в нем скрыто то, чего не было ни в одном другом бульдозере раньше — ядерное ядро.
Большинство людей, глядя на отвал бульдозера, думают о металле, но отвал у некоторых современных рекордных машин больше похож на высокотехнологичный таран. Например, у Caterpillar D11T отвал имеет длину более 16 футов и весит почти 15 тысяч фунтов сам по себе. Но вот что действительно удивляет. Внутри этого отвала инженеры разместили камеры для гашения вибраций, прессованные сердечники и композитную кромку из карбида вольфрама, одного из самых твердых материалов на Земле. Зачем? Потому что эти отвалы не просто сдвигают землю. Они врезаются в валуны, армированный бетон и промерзший грунт на полной скорости. Одна горнодобывающая компания даже встроила в отвал датчики движения и карты давления, чтобы отслеживать, насколько близко они находятся к раздавливанию подземных коммуникаций. Эти машины умны, агрессивны и невероятно эффективны. Но настоящая их устрашающая мощь скрывается за отвалом. Это гидравлическая система, настолько мощная, что способна разорвать сталь, как бумажную салфетку. Гидравлика — это мускулы любого бульдозера. И в современных машинах высшего класса она работает под таким давлением, что может разорвать стальную дверь пополам, словно это был картон. Например, системы внутри Liebherr PR776 работают с давлением более 7000 PSI. Этого достаточно, чтобы поднять танк прямо с земли. Но дело не только в грубой силе. Эти гидравлические системы спроектированы с такой точностью, что могут управлять наклоном отвала с погрешностью менее 1 дюйма, даже при перемещении 1000 фунтов материала. Один из операторов рассказал историю о том, как его бульдозер случайно зацепил стальную ограду, зарытую в мусоре, и разломал ее пополам, даже не сбавив хода. Инженеры даже испытывали гибридные электрогидравлические системы, которые способны изменить направление отвала менее чем за полсекунды. Но если вы думаете, что это уже технологии будущего, подождите, дальше речь пойдет о концепте бульдозера, работающего на чем-то прямо из научной фантастики — ядерном ядре. Звучит безумно, правда? Но это не совсем вымысел. В глубине экспериментальных лабораторий военные инженеры десятилетиями играли с идеей ядерных бульдозеров. Идея — бульдозер, которому никогда не нужно дозаправляться, который никогда не замедляется и может обеспечивать энергией целые передовые базы за счет избыточной мощности. Одна из ранних версий, по сообщениям, была разработана во времена Холодной войны под названием «Проект Плутон», но риски были чрезвычайно высоки. Представьте себе 100-тонный бульдозер, работающий на активном реакторе. Любая ошибка могла бы сравнять с Землей целый квартал. Тем не менее, ходят слухи о компактной модели Натории, которую испытывают на частной территории в Неваде. Ее двигатель, если он существует, обеспечивал бы энергией на десятилетия без единого галлона дизеля. Хотя ничего не подтверждено, на спутниковых снимках видно тяжелую землеройную технику у засекреченных зон энергетических испытаний. Но не волнуйтесь, есть кое-что еще безумнее. Полностью электрический супербульдозер, созданный в Америке, который переписывает правила грубой машинной мощи. Рожденный в США и построенный как военная машина, новейший Caterpillar D11XE, самый большой в мире бульдозер с электрическим приводом. Он не просто выглядит грозно, он и есть грозный. Этот монстр весит более 250 тысяч фунтов и оснащен дизельно-электрической гибридной системой привода, обеспечивающей постоянный, неумолимый крутящий момент. Никаких переключений передач, задержки двигателя, только чистая мощь для толкания. Операторы говорят, что это похоже на управление зданием на колесах. Он создан для того, чтобы пробивать стены шахт, сдвигать целые склоны и работать более 20 часов без остановки. Что еще удивительнее, он тише, чем старые дизельные модели. Это делает его идеальным для масштабных работ в населенных районах, где уровень шума имеет значение. Но даже при всей этой мощности он не самое страшное, что существует, ведь есть машины, созданные не только для строительства или добычи, а чтобы очистить целые городские кварталы менее чем за час. Большинство бульдозеров предназначены для таких задач, как копка фундаментов или расчистка дорог, но есть и другая категория – машины для полномасштабного сноса. Это бульдозеры с дробящими когтями, лезвиями с зубьями и рыхлителями, которые выглядят так, будто сошли со страниц кошмара. Эти машины применяются после стихийных бедствий, в зонах боевых действий и для незаконного сноса зданий. Некоторые подрядчики на Ближнем Востоке использовали бронированные бульдозеры, чтобы сравнять здание с землей до фундамента менее чем за 60 минут.
Одна из моделей армии обороны Израиля, модифицированный Caterpillar D9R, полностью пуленепробиваемый, весит почти 130 тонн и способен сносить железобетонные бункеры без особых усилий. В одной из операций этот бульдозер был использован для расчистки 40 зданий за день. Будущее становится еще более странным, потому что один из бульдозеров следующего поколения даже не использует колеса или гусеницы. Он ходит. Да, вы не ослышались. Ходячий бульдозер. Звучит как что-то из видеоигры, но это реальность. Инженеры одной европейской робототехнической компании недавно представили прототип машины с прозвищем «Паук». Вместо колес или гусениц эта машина ходит на 4 гидравлических ногах, используя датчики давления и гироскопы для поддержания идеального баланса. Она может забираться на крутые склоны, перешагивать через препятствия и даже разворачиваться на месте, не повреждая почву. Зачем? Потому что некоторые типы местности, такие как джунгли, болота или горные склоны, практически непроходимы для традиционных бульдозеров. И вот самое интересное. Ее можно управлять дистанционно или запрограммировать на следование по сканированию местности, что делает ее полностью автономной. В одной из демонстраций она прошла по груде острых бетонных обломков, не повредив ни одной гидролинии. Но это всего лишь один пример того, что нас ждет впереди. Новейшее поколение бульдозеров черпает вдохновение у танков, животных и даже у инопланетных конструкций. Некоторые бульдозеры больше не строят как машины. Они сложены как монстры. Взять, к примеру, китайскую бронированную инженерную машину тип 89. По сути, это танк, превращенный в бульдозер, с пусковыми установками для взрывчатки, минными катками и усиленным отвалом, который может проламывать баррикады и с легкостью отталкивать горящие обломки. Его используют в военных спасательных операциях и зонах стихийных бедствий. Но это не единственный пример. В США модифицированные версии шасси М1 Абрамс превратили в бронированные бульдозеры, способные сносить все на своем пути и выдерживать обстрел. Эти машины созданы для того, чтобы двигаться вперед, несмотря ни на что. Грязь, огонь, вражеские пули – ничто их не останавливает. И теперь эти технологии начинают проникать в гражданское проектирование. Один из прототипов бульдозера, разработанный в Южной Корее, оснащен выдвижной броней и отсеком для запуска дронов. Но даже эти неудержимые машины начинают передавать управление тому, кто не ест, не спит и не моргает. Забудьте о руле. Бульдозеры будущего думают сами за себя. Компании, такие как Build Robotics, Komatsu и стартапы при поддержке Google, работают над ИИ-системами, которые могут полностью самостоятельно выполнять земляные работы, планировку и подготовку строительных площадок. Эти машины сканируют местность, принимают решения и выполняют движения ковша с хирургической точностью. В одном из тестов в Калифорнии полностью автономный бульдозер работал 3 недели подряд. Без людей, без перерывов и без ошибок. ИИ не устает, он не совершает ошибок. Он может работать днем и ночью, в любую погоду, не требуя сверхурочных. Но вот где все становится странным. Некоторые из этих систем теперь используют моделирование предсказательного поведения, чтобы угадывать, как будет меняться рельеф под давлением. Это значит, что они учатся работать бульдозером лучше, чем люди. Но прежде чем обрадуетесь возможностью управлять таким, стоит узнать правду. Скорее всего, вам это никогда не удастся. Управление обычным бульдозером уже требует обучения, мастерства и стальных нервов. А эти экстремальные машины, вероятнее, вы окажетесь в кабине истребителя, чем сядете внутрь одного из этих монстров. Многие из самых больших бульдозеров в мире управляются дистанционно или полностью автономны. Те немногие, что все же требуют водителя, настолько мощные и опасные, что к управлению допускаются только операторы высочайшего уровня. Страховые взносы запредельно высокие, обучение, годы опыта. А в некоторых случаях сами машины недоступны из-за военной тайны или патентов частных компаний. Даже если бы вы каким-то образом оказались за пультом управления, вам пришлось бы уметь справляться с мощностью свыше 1000 лошадиных сил, десятками систем управления и протоколами безопасности, сравнимыми с атомной электростанцией. Но именно к этому все и идет. Потому что будущее бульдозеров — это не люди, двигающие землю. Речь идет о том, что машины эволюционируют во что-то гораздо более совершенное. К чему же все это ведет? Финальная эволюция бульдозеров — это не только размер, мощность или скорость. Речь идет об интеллекте. Представьте себе машины, которые сами планируют строительные проекты, проектируют маршруты по местности и выполняют все без участия человека. Вообразите флотилии бульдозеров, работающих синхронно, словно армия насекомых, идеально слаженно изменяющих ландшафт.
Некоторые инженеры считают, что до полностью автономных бульдозеров, способных самостоятельно добираться до стройплощадки, готовить участок и отчитываться без физического контроля, осталось менее 10 лет. Другие разрабатывают модульные бульдозеры, которые по требованию могут превращаться в грейдеры, траншеекопатели или дробилки. То, что начиналось как простая машина для перемещения земли, теперь на пороге превращения в самосознающего строителя. Однажды вы можете выглянуть в окно и увидеть, как земля меняется не по воле природы, а благодаря машине, которая изначально не должна была мыслить самостоятельно.